Так, мои глаза здесь, а ваши здесь. А это значит, что сегодня вас ждет специальная процедура для глазок. Вы же поэтому здесь, правда? Я знала. Ну что ж, давайте начнем. Наша процедура действительно уникальна, потому что она будет состоять из нескольких этапов, включая медицинский осмотр, конечно же, косметические процедуры. Возможно, я еще сделаю вам бровки, позабочусь о ваших ресничках. Ну и в целом это будет очень приятно и расслабляюще. Так, давайте начнем. Сначала я просто хочу посмотреть поближе на ваши глаза. Какой красивый цвет. И сегодня я буду очень-очень близко к вам, если не против. Я не вижу ничего необычного. Ну что ж, я не вижу никаких видимых признаков воспаления или что-то такое подозрительное. Все, в принципе, очень красиво. И, конечно же, ваши глаза очень сексуальные. Ну так, надеюсь, вы не против таких комплиментов. Ну что это значит? Если мы не видим воспалений, то мы можем приступить к очищению глазок. Так, и это просто водичка. Потому что мы не знаем, как ваши глазки будут реагировать на те или иные косметические продукты, поэтому простая, холодная, прохладная водичка будет работать лучше всего. Вот так. Да, глаза надо было закрыть, я не сказала. Ладно. Так, теперь другой глазик. Надеюсь, я вас не пугаю, когда я так близко. Хорошо. Сейчас возьмем влажную ватную палочку и почистим уголочки. Так, теперь наверх посмотрите. Хорошо. Так, глазки мы почистили, значит, можем приступать к медицинскому осмотру, да? Я надела перчатки. И мы сейчас просто пощупаем область вокруг глазок очень аккуратненько и очень близко. Как у нас говорят, глаза зеркало души. А это значит, что глаза — это одна из самых важных частей нашей внешности, нашего лица. Значит, мы будем заботиться сегодня о них с особым вниманием, чтобы ваши глаза блестели.
Но на ощупь немножечко у нас есть припухлости под глазками. Как давно пили алкоголь? А просто на засыпку. Да? Хорошо ли спите? За компьютером много сидим. В игры играем. Ладно. Так, сейчас еще поближе посмотрим. Так, я сейчас возьму такой фонарик и посмотрю близко, 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 близко. Вот так смотрим. Так, посмотрим вверх, вниз, влево, вправо. И сейчас я кожу немножечко оттяну век. Смотрим вверх, вниз, влево, вправо. Так, здесь сначала близко посмотрим. Вверх, вниз, влево, вправо. И опять кожу оттяну. Смотрим вверх, вниз, влево, вправо. Я не заметила ничего необычного. Даже особых покраснений нет. При том, что вы играете в компьютерные игры. Поделитесь секретом. Как играть в компьютерные игры и не иметь красные глаза. Мы все хотим знать. Так, все хорошо. Сейчас мы последим за реакцию зрачков. Я прям очень близко посвящу. Вот так вот. Вот так. И здесь смотрю. Так. Ага. Окей. Так, немножко потестируемся. Проверим поле зрения. Говорите, когда видите фонарик. Угу. Угу. Так. Так. Угу. Угу. Ну все прям прекрасно. Отлично. Так, сейчас я возьму такую палочку и немножко буду покалывать вокруг глаз. Посмотрим, как работает нервная система. А то вдруг у вас нервный тик. Сейчас и узнаем. Так. У нас сегодня шумновато в салоне, вы знаете. Отлично, нервных тиков не наблюдается. Ну, по крайней мере, у вас. А сейчас закройте глазки. Я положу пальчики на них. Пытайтесь открыть. Хорошо. Так, ну, медицинский осмотр не выявил ничего подозрительного. И я могу снять наконец-то свои противные перчатки. И сейчас мы сделаем несколько измерений, чтобы проверить, все ли у нас симметрично. Так, сначала возьму сантиметры. Мы измерим расстояние между зрачками. Так. Так, расстояние между внутренними уголками глаз. Так, внешний. Так.
Смерим бровки. Так. Угу. Хорошо. И сейчас с помощью такого специального, не знаю, приборчика, линейки будем измерять симметричность глазок. Сначала мы измерим длину левого глазика, длину правого глазика. Сейчас будем проверять, все ли совпадает. Так, высоту. Так, сейчас смотрим расстояние от внутреннего уголка до носа. Так, расстояние от зрачка до носа. Так, смотрим. Смотрите на нос мой, ну куда-то вы все время отвлекаетесь, прям смущаюсь. Какой-то вы странный. Так, зрачка-то. Ты спилась уже. Так, от внешнего уголка. Так, смотрим расстояние до бровь, длину бровок куда-то. Здесь. Так, и от глазок до ушек смотрим. Так. Здесь. Слушайте, ну вы какой-то суперсимметричный человек. Вы точно человек, может быть, вы робот. Я же так шучу, такая шутница сегодня. Что-то у нас дальше, да. Капли. Так, но я не заметила ничего подозрительного, кроме того, что у нас глазки немножечко суховаты. Это может быть из-за кондиционера или из-за центрального отопления. Да. Вот. И что я могу порекомендовать? Я могу порекомендовать специальные увлажняющие капельки с гиалуроновой кислотой. Они абсолютно не щипят, они не пекут, они не варят и не жарят. Это просто такое приятное увлажнение на роговицу. Если хотите, вы можете сами купить в любой аптеке и капать регулярно, либо мы сейчас можем попробовать, я вам закапаю, посмотрите, нравится или нет. Давайте. Так, теперь можно смотреть вверх. Так, моргаем. Нравится? Немножечко охлаждает, немножечко увлажняет. Но все равно сразу лучше становится. Так, сейчас мы переходим к уходовой части. И что я заметила? Небольшие у нас припухлости, да, под глазами. И мы их будем решать с помощью патчи. Так, открываем. И сейчас мы наклеиваем патчи под глазки. Так. И сюда. Подождем минуточек 10, и пока ждем, я, наверное, займусь бровками. Да. Так, ну, чтобы заняться бровками, мы сначала продезинфицируем это дело. Потому что я буду придавать форму бровям. Значит, будем выщипывать какие-то волосики. Значит, может быть капли крови на рукаве. И вообще везде. Нет, на самом деле это бывает очень редко. Но в любом случае нам лучше обезопасить себя. И все продезинфицировать.
Хорошо. Так, ну сейчас будем намечать фронт работ с нашими бровками. Что я сделаю? Я возьму карандашик и просто буду вставлять некоторые точки, чтобы потом мне на них ориентироваться, когда буду работать с бровями. Еще вот такой вот щеточкой сейчас. Сначала расчешу их хорошенько, чтобы иметь представление, какая натуральная форма. Так. Хорошо. Так, сейчас пометим начало бровки. Так. Здесь эта точка, которая у нас идет через кончик носа, через уголок внутренний глаза, наверх. Вот они у нас здесь. Так, теперь самая верхняя часть, это от кончика носа, от крыла носа, точнее, через зрачок глаза и вот здесь. И сейчас через носик и внешний уголок. Так. Не волнуйся, потом я карандашик сотру, конечно. Но хотите оставлю. Можем слово какое-нибудь написать на лбу. Так, проверяем. Так. Ну, будет все очень красиво. Ну, очень красиво. Так, для начала возьмем триммер и самые-самые длинные волосы просто срежем. Хорошо, прям пара секунд и готово. Так, ну а сейчас берем наши щипчики, берем нашу щеточку и начинаем работать. Так. Так. Сначала убираем такие мелкие вокруг. Больно быть не должно, я стараюсь работать быстро. От этого болевые ощущения должны быть меньше. Так, между бровками вот здесь. Так. Так, и внутренняя сторона. Так. Хорошо. Так, теперь вот с этой работы. Так. Вокруг всякие мелочи убираем. Так. Так, сверху. Поближе посмотрим. Так, межбровка. Хорошо. Так, внутренняя часть.
Мгм. Так, ну еще разочек продезинфицируем, хотя я ничего не вижу, никаких капель крови, но может у меня зрение уже плохо. Так, просто потом. Красный. Может, покрасим бровь? Не хотите? Ну, у вас так, в принципе, яркий, хороший цвет. Мгм. Да мне все время надо брови подчеркивать, потому что блондинистая. Ну, просто прелестно. Так, сейчас возьму ватную палочку и мы берем те точечки, которые я наметила карандашом. Так, и этой стороны. Все хорошо. Так, и сейчас я бы хотела позаботиться о ресничках. У меня есть такая сывороточка для ресниц с аргановым маслом для ускорения роста, укрепления ресничек. Хочу просто на реснички нанести. Так, вверх не надо смотреть прямо и немножечко вниз. Так. И здесь. Теперь нижний, теперь вверх смотрим. Так. Угу. Хорошо. Пусть останется, она впитается. Так, ну что, мы можем наши патчи откреплять. Так, аккуратненько. О, хорошо. У нас здесь еще немножко осталось сыворотки. И я возьму такой массажер, он такой холодненький, прохладненький, и просто помассирую. Хорошо. Угу. Как раз было против отечности. Хорошо. Да, вот здесь такая маленькая пусечка, которая вращается. И хорошо растирать крем для глаз. Или вот остатки всяких масок. Ну что, классно? Классно. Хорошо. Ну что, у нас практически все. У нас практически все. Так, последний наш этап. Такая гелевая масочка для глаз. В прямом смысле слова маска. Да. Что здесь находится? Здесь внутри находится такой гель с блесточками. Что можно сделать? Можно масочку разогреть в микроволновке. Она станет теплой. Наложить на глаза. Это будет очень хорошо против темных кругов. Очень расслабляющая вещь, да. Вот, можно положить крем сверху, теплую масочку. Вот, а можно ее немножко... А можно положить эту маску в морозильник на пару минут. Она станет прохладной. И как раз против отечности очень хорошо полежать с такой маской минут 20. Угу. И как раз я вот это сделала. Она прохладная. Это значит, что сейчас надену на вас эту маску, и вы можете немножечко подремать. Я не буду вас беспокоить, даже если вы заснете. Угу. Ну что, закрываем глазки.